Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о трагической судьбе самой талантливой художницы эпохи барокко и ее впечатляющих работах. Артемизия Джентилески – итальянская художница, творившая в эпоху барокко, ставшая первой женщиной, принятую во Флорентийскую академию живописи. И это действительно выдающийся случай и безоговорочное признание ее таланта. Тогда отношение к женщинам было несколько другим, нежели сегодня. Они должны были в основном заниматься домашним хозяйством и воспитывать детей. Да и замуж девочек выдавали очень рано, в 13-14 лет. И в замужестве они, по сути дела, превращались в машину для рождения и воспитания детей. Рожали часто, 5-6 родов считалось в порядке вещей. Так-то мало кто из женщин в то время всерьез занимался живописью, наукой или искусством. На это просто не хватало времени, и считалось, что женщины не должны заниматься сугубо мужскими делами, к которым относилось практически все, кроме воспитания детей, вышивки и заботам по дому. Судьба Артемизии сложилась несколько иначе, хотя ей с лихвой пришлось столкнуться со всеми предрассудками того времени, перенести немало горя и унижений просто потому, что она женщина. Все это основательно наложило отпечаток на ее творчество. Оно напоминает картины Караваджо как стилистически, так и в выборе доминирующих тем. Ее полотна часто достаточно мрачны, в них заключена нешуточная драма, на которую художница делает акцент, не смущаясь изображением достаточно реалистичных подробностей. Даже сложно поверить, что все эти картины написала женщина. Многие темы совсем не женские, хотя основной стала возможность женщин отстоять свое место в обществе, элементарное человеческое достоинство. А еще они очень зрело и талантливо написаны. Артемизия смело использует контрасты света и тени, тона ее картин яркие и насыщенные. Не случайно искусствовед Роберто Ланги считал, что она была единственной женщиной в Италии, которая разбиралась в живописи. Отцом Артемизии был художник Орацио Джентилески. Мама ее умерла, когда девочке было всего лишь 12 лет после очередных родов, и дальше ее воспитывал отец, который был человеком мрачным, деспотичным и нелюдимым. Но он давал ей уроки живописи, и Артемизия проявляла великолепные способности. Она была очень трудолюбивой, ее рисунок не по годам зрелый и безупречно точный. Но всему отец обучить не смог. Нужна была студия, и существовали суровые ограничения. Например, женщины не могли писать обнаженное мужское тело, а если кто осмелился нарушить запрет, и про то прознают блюстители нравственности, то вполне можно угодить в тюрьму. Да и сам Орацио не считал, что дочь, когда вырастет, будет самостоятельно писать картины. Он надеялся, что она будет помогать ему в мастерской, если вдруг подвернется хороший заказ. Отец научил ее правильно писать светотень, как это делал великий Караваджо, но дальше углубляться не смог и не хотел, да и стиль его картин был несколько иной, мягче и возвышенней, без натурализма. Как раз тогда в Рим, где жил Орацио с Артемизией, приехал флорентийский художник Агостино Тасси, который получил выгодный заказ на роспись дворца. К нему присоединился и Орацио, который привлек для некоторых работ свою дочку. Она стала ученицей Тасси, и однажды тот не придумал ничего лучше, как изнасиловать Артемизию. Другая бы на ее месте просто утерла слезы и смирилась, но Артемизия жаждала возмездия. Она обратилась в суд, и пришлось подвергнуться очень унизительным процедурам вроде осмотра. Приходилось неоднократно повторять перед свидетелями во всех подробностях обстоятельства дела. Ее даже подвергли пыткам. Тогда считалось, что лишь показания, данные под пытками, имеют вес. Наконец, Агостино получил год тюрьмы, а Артемизия больше никогда с ним не виделась. Именно так рассматривают эту историю все сторонники феминизма, хотя на деле все было несколько иначе, и этому есть доказательства и соответствие простому здравому смыслу. Тасси нравилась Артемизия, и она после того случая еще целый год разделяла с ним постель. В суд подал ее отец Орацио. По простой причине: Тасси нанес серьезное оскорбление чести семьи Джентилески и должен был жениться на своей ученице. Это было единственной возможностью хоть как-то загладить случившееся. В противном случае с Орацио никто бы не захотел иметь дело, и его карьера как художника бы заглохла. Но Тасси уже был женат, да и случившееся далеко не первый случай. Жениться он не мог, да и не хотел.
Хуже всего пришлось Артемизии. Ей пришлось пережить двойное предательство со стороны отца, поставившего свое личное благосостояние и карьеру выше счастья дочери, и заставившего ее подвергнуться суду, и со стороны Таси, который был женат, но скрывал это. Будущего у них быть не могло, хотя Артемизия ему верила и надеялась, что он женится на ней. Тогда она написала довольно резкую картину «Юдифь», обезглавившая Олаферна по мотивам полотна Караваджо. Себя она представляла в роли Юдифь, а Таси в роли Олаферна. Особенно впечатляет экспрессия и хладнокровие, с которым совершает убийство Юдифь. Действительно нужно очень сильно ненавидеть своего бывшего любовника, чтобы написать нечто подобное. К подобному сюжету она будет возвращаться еще не раз. Ей действительно нужно было через творчество залечить душевные раны. Хотя картина получилась достаточно мрачная, но тема противопоставления насилия над женщиной иной быть и не могла. Впрочем, Артемизии повезло. Спустя всего лишь месяц после суда она вышла замуж за Пьеро Стиатези, бывшего по разным данным или помощником адвоката, или художником. С ним она и уехала во Флоренцию. Этот город был тогда центром наук, а потому умная и талантливая Артемизия сумела там себя проявить в полной мере. У нее появился покровитель Козимо Медичи, богатейший и влиятельный человек. Она участвует в светской жизни, вращается среди влиятельных особ этого города и очень много работает, пишет картины. Правда, работа осложняется господствующим тогда предрассудками. Даже краски покупал ее муж. Сама художница не имела права это делать. Про серьезные заказы можно было и не мечтать. Женщинам дозволялось лишь писать частные портреты и натюрморты. Но Артемизия была упорной и талантливой. Для масштабных полотен, которые она создавала, подобные ограничения не подходили. Они были замечательные, талант чувствовался во всем. В итоге ее наконец-то приняли в Академию живописи во Флоренции, и художница могла писать наравне с мужчинами. Однако денег не хватало, несмотря на работоспособность и трудолюбие Артемизии. Платили ей меньше, чем мужчинам, а писать однотипные частные портреты – работа выматывающая и не приносящая удовольствия. У нее было 4 детей, и всех их нужно было воспитывать. Умер Козимо Медичи. Артемизия осталась без покровителя. Потом скончалось 2 ее детей. Ее уже ничего не держало во Флоренции, потому она вернулась в Рим. Но несмотря на холодный прием со стороны отца, Артемизия чувствовала себя победительницей. Она приехала в статусе известной художницы, а не беглянки. И римляне с удовольствием заказывали Артемизии свои портреты, платили за них хорошие деньги. У нее появился большой дом. Правда, мужу надоело быть всегда в тени своей жены, и они расстались полюбовно, без серьезных взаимных обид. И это было уже не важно. Слава Артемизии росла, короли европейских государств звали ее к себе, обещали осыпать золотом. Наконец, она приняла приглашение Карла I, короля Великобритании, уехала в Лондон и там встретила своего одряхлевшего отца. Тот взял крупный заказ, но из-за старости выполнить его уже не смог. Она пришла к нему на помощь, позабыв прежние обиды, качества, характерные лишь действительно сильной личности. Предполагается, что Артемизия умерла от эпидемии чумы в 1653 году. Однако истинное признание к ней пришло лишь в 20 веке. Устраиваются выставки ее картин. Она стала героиней многих фильмов и книг. Жаль, что по-настоящему оценили талант этой незаурядной женщины лишь сейчас, а не при ее жизни, которая наверняка сложилась бы более счастливо. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.